Поступила на ремонт вот такая вот машинка Wechel, модель PCMC Pet Clipper, Made in USA, сделана в Америке. Жалоба: не стрижу. Вот подключаем. Идет гул. Ножи не двигаются. Ну, попробуем приступить к разбору сразу с ножей. Берем коробочку для запчастей и снимаем ножи. Включим уже без ножей. Есть какая-то слабая вибрация. Разбираем дальше. При разборе постарайтесь всегда запоминать, фиксировать на телефон. Расположение элементов, деталей, чтобы потом при сборке уже меньше тратилось время на решение каких-то ребусов. Можем фотографировать, снимать видео, как я делаю. Вот идет вибрация в определенной части под наклоном. Туда она не уходит. Мы будем разбирать уже весь корпус, смотреть, в чем причина. Вот так она выглядит изнутри. Электромагнитная такая вот катушка с сердечником, которая при включении начинает вызывать колебания вот этого рычажка. Ну, попробуем его извлечь. Смотрю, здесь у нас звездочки, пружины, которые держат в определенном положении. Продолжаем извлечение. Катушка двигается, смотрим. Ну, вот колебания возникают причины, вернее, рычагом.
Какая вещь приводит в движение ножи. Вот рычаг подпружиненный с обоих сторон, закреплен двумя мощными болтами, шестигранниками, звездочками. К корпусу очень простая, как говорится, модель. И переключатель. Все. Надо разобраться, почему она плохо ходит. Амплитуда рычага регулируется вот здесь вот таким вот болтом. Здесь натягивается пружина, сжимается, и она уже выставляется. Видим, она немножко в бок. Попробуем расслабить пружину. При ослаблении она выставляется по середине параллельно уже. Собираем обратно. Пока не закручиваем. Установим часть, которая отвечает за стрижку. Установим ножи. Вот они сейчас находятся параллельно. Сам нож параллельно вот этой части, чтобы более логично, чем было. Закрепляем второй нож. Весь разбор рекомендую делать над какой-нибудь коробочкой, контейнером, чтобы если что-то выпадает, вдруг падало либо в коробочку. Также складывать сюда вещи, меньше теряется. Все, попробуем включить. Давайте нажмем на один болтик крышку, чтобы она в руках не скользила. На все закрывать не будем, вдруг что не так, придется опять открывать. И подключим. Ну, видно, как ножи завибрировали. И также по-прежнему смотрим, косо стоят. То есть они ближе к выходу, здесь меньше. Опять разбираем, посмотрим, почему он так получается. По крайней мере, мы уже добились, что ножи стали двигаться. Да, они немножечко, еще немножко расслабим. Еще немножко. Вот. Ставим.
Вообще выставлять все это удобно, не полностью откручивая, немного расслабив болты ножей, чтобы она легко ходила. И уже визуально выставляя, немножко перерасслабили, подтянем чуть-чуть. Кстати, они ножи двигаются в своем положении. Там вначале затянули, чтобы он еле двигался. Смотрим на положение и стараемся настроить так, чтобы от края они были одинаково. И уже затянуть посильнее. То есть получается, у парикмахера с собой должна быть всегда крестовая отвертка. Вот такое положение. Надо объяснить клиенту, который пользуется этой машинкой, как нужно ее регулировать, иначе он будет постоянным нашим клиентом именно по ней. Проверяем опять.